Второй день путешествий по тайге с самого утра стало понятно, что сегодня будет тяжело, но в то же время очень интересно. Во-первых, смена часовых поясов никак не давала мне нормально выспаться, хотя разница всего-то 3 часа. Во-вторых, протяженность сегодняшнего маршрута составляет 25 километров, а плюс вчерашние 22 в сумме для неподготовленного человека кажутся немного пугающей цифрой. Ведь я не походник, а турист-любитель. Ну а в-третьих, шел снег, который напрочь заставлял забыть о том, что я только что сказал. Ведь такой красивый лес не только радовал своей атмосферой, наконец начавшейся зимы, но и добавлял сил двигаться вперед к намеченной цели. Тут еще и 2 собаки пошли с нами в сопровождении. С одной из них вообще получилась очень интересная история, но не буду забегать вперед. Кто это тут такой рыжий, а? Кто это такой рыжий? И сегодня мы направляемся в 2 интересных места. Алина хочет мне показать 2 грота, которые она сама обустроила. Идем мы по тайге. Снежок опять сыпет сегодня. Я надеюсь, так весь день он и будет сыпать. Погода просто прелесть, ветра нету. Но мы идем не одни, а нас сопровождают еще 2 собачки. Мальчик и девочка, если можно так выразиться, конечно. Акустическое сопровождение, хрустящего под ногами снега, привело нас на великолепную смотровую площадку. Просто шикарно. Снежок валит и валит. А сейчас будем скоро спускаться уже в грот. И я не удивлюсь, если мы сейчас полезем вниз, и он туда же за нами пойдет. Вон он ходит, ничего не боится. Вообще, там такой обрыв. Вязался с нами уже вот сколько, километров, наверное, 6 прошел он. Идет тут бесстрашный пес вообще, молодец. Было 2 собаки, еще пёса, что ли, как-то так. Пёса не такая отважная, она боится таких высоких гор, лазить где-то. Она обычно меня ждет внизу, а потом идет со мной дальше. Очень жалко, что на телефон плохо пишется снег. Поверьте мне, метель конкретная начинается. Сейчас нам такие крутые виражи предстоят. Не знаю, как это Алексей перенесет, потому что он в такие походы не ходит. Надеюсь, он меня потом не будет проклинать, что я его таскала по таким горам. Алексей, ты готов? Ну, конечно, я всегда готов. По крутой горе, и оба с такими палками. Кто с селфи-палкой, кто со штативом. Все для вас, дорогие подписчики. Конкретно такой штуки. Ну да. Я также носила бревна, чтобы мне обустроить грот. Да, этот поход превращается в какой-то экстремальный уже немножечко. Снег так и валит, скалистая поверхность вот эта вот, да. Могут быть и камни, то есть не только земля, могут быть и камни. А на камень наступаешь, и если он под снегом, то это, грубо говоря, как на лед наступить. Можно подскользнуться и улететь. Он весь в снегу, там же по скале лезть надо. Да, это очень классно. Пришли к гроту, оказывается, туда еще можно и не попасть. Я-то не знал, что там... Ну да, там он опять вверх подниматься, да, надо будет? Там по скале надо. Ну я понимаю, да, то есть там скользко вообще будет очень сильно. Строил бы сейчас свою землянку спокойно. Че сюда попёрся? Честно говоря, я с трудом представляю, как вообще здесь летом-то подняться. В этот грот такой. Летом-то я без проблем лезу, сейчас просто скала мокрая, поэтому довольно опасно, конечно, лезть. Но я попробую, не получится, значит, идем дальше. Тут надо сделать небольшое отступление. Дело в том, что Алина любит лазить по скалам и, соответственно, обладает определенными навыками. Мне было очень интересно смотреть, как такая отважная девушка не боится лезть по скользкой скале вверх. Ну а я, конечно, предпринял попытку тоже подняться вверх. Но, признаться честно, в моей голове не было понимания, куда надо ставить ноги и руки.
И в итоге я просто занял место оператора и снимал красивые кадры. Вот так я его обустраивала. Те, кто смотрит мой контент, уже знают. Здесь у меня костровище, дрова, столик. Здесь одно бревно это лавка типа, остальные это для костра тоже дрова. Здесь у меня лежак, который я тоже делала сама. Вот так вот он сделан специально такой люлечкой, чтобы спать было удобно, хорошо. Я вообще обожаю здесь спать. Особенно летом очень здорово, когда здесь лежишь, а отсюда открываются вот такие шикарные виды. Тут еще стрижи летают обычно. Забралась. Теперь у меня еще вопрос, как теперь слазить. Наверное, придется так с грота скатываться просто по снегу. Главное вниз дальше не укатиться. Потому что там спускаться реально просто реально нереально. И самое что плохое, что нету никаких препятствий, да, естественных. То есть если человек покатился, то становится он, наверное, уже где-то в самом низу, метрах в 100 отсюда. Подожди, можно я на плечо тебе поставлю? Да куда угодно ставь. Тогда я вот так сделаю. Оп. Так. Теперь вот эту руку мне давай. Ага. И вот здесь. Нет, задача была тебя удержать, правильно? Да. А уж как? Ты Это, прям так хорошо удержал. да, очень опасный спуск. Чьи-то следы тут, причем мужчины. И, ну, размер ноги где-то 42-45. Я вот по ним иду сейчас. Опасный спуск. Почему? Во-первых, склон идет хороший такой. А во-вторых, на этом склоне камни везде лежат. Да, честно говоря, конечно, на такие приключения я не особо подписывался с точки зрения лазания по горам. Ну, это тоже опыт, интересный опыт. Необычный, интересный. Но ноги забиваются быстро. Причем верхняя часть поверхности бедра у меня прям уже подзабилась. Вот. Расстояние прошли, наверное, всего лишь километров 7-8. Но, может быть, еще и накладывает отпечаток усталость от вчерашнего дня. Сложно сказать. Ну и плюс ко всему, конечно же, здесь маршруты совершенно другие. Если у нас более равнинная местность, здесь постоянные вот эти вот подъемы, спуски. Не успели мы спуститься, как я Алексея сподвигла на новые приключения. Мы решили тут дойти до одного гротика. Что-то сейчас идем смотреть. Хочу ему показать. Он спрятан в таких кустах, зарослях, его никто обычно не видит. И мало кто про него знает. Он не сильно большой, но все равно интересно. Когда-то здесь хотели избу построить, но потом по каким-то причинам передумали, скорее всего, потому что недалеко здесь тропа. Единственное, она, конечно, грот этот скрыт, конечно, кустами, но все равно люди такие, они бы пронюхали в итоге. И, в общем, было нецелесообразно в этом месте строить избу. В итоге люди передумали. У меня, кстати, такой интересный вопрос, а почему вы все называете избами? Ну, то есть даже грот это тоже изба. Потому что у нас, если в гроте строят, то это именно избу строят. Там, то есть, все как в избе, печь, палатья, стол, там, стулья, окно. То есть все как в обычной избе. Единственное, что у нас горная местность, и поэтому у нас можно избы строить в пещерах, в скалах, там, в гротах. И это тоже избами называют. То есть изба не только бывает охотничья или таежная, там, а они бывают и горные избы такие. Ну, у меня просто в моей голове всегда как бы была такая мысль, что изба, это отдельно стоящее строение из бревен. А тут получается уже, в гроте же сделано все-таки. Ну, это, наверное, грот, а не изба. Ну, я так думал. Ну, это грот-изба. Гротовая изба. Ну, у нас бы так не назвали точно избой. То есть у нас грот это грот. У нас называют избами такие. Понятно. Ладно. О, смотри, кто Собаки, пришел. иди сюда. Ой, ты маленький. Ну, ему все-таки придется что-нибудь дать поесть. А у меня корм есть, сейчас дам ему. Сейчас мы его накормим, этого собакина. Сейчас мы его покормим, этого песика. О, ест. Все, давай. Я вообще пёси брала, но ее с нами нет. Она такие горы не любит, она убежала. На, ешь. Ешь, ешь.
Но мне кажется, он заслужил намного больше, потому что он даже до грота сопровождал нас. Да, лазил там по горам. В Мгм. одном месте он даже чуть не сорвался. Весь промок. Будет банан. Спасибо. Я вчера 2 съел. Сагандаля, белоголовник, листья брусники, чебрец, душица. собираешь прям? Да, я это все сама собираю. Молодец. Ну все, чаечек попили. В гроте посидели. Можно идти дальше. А пока не знаю, новые данные не поступили, куда мы идем. Сейчас Алина подойдет, спрошу. Ну и Собакин сытый теперь. Отважный, сытый. И опять бегает он. А он опять побежал туда. Вот красавец, а. Идем, а тут собачьих следов прям очень много. И это уже явно не наш пёсель, а другие собаки пробежали. Вот. И сейчас смотрю. Ну, идем, обратил внимание, что уже снег-то таять начал. Ну, потеплело, значит. Уже сейчас дождичек пошел небольшой. А на ветках деревьев прям капельки воды. Зрелище, ну, вообще потрясающее. Такое нечасто можно увидеть в лесу. Оказывается, лиственница выглядит, ну, для меня, по крайней мере, выглядит как сосна, но у нее еще и иголочки опадают на зиму. Я вот не знал даже. Но у нас я такого не видел, чтобы из пня росли деревья, свежие побеги. Идешь, пейзажи периодически сменяются. Как раз вот опять открытая площадка такая. Горы, вершины. И сейчас подходим к ручью Большая Войла. Правильно я сказал, да? Да. Блин. Вообще лес, конечно, шикарный. Когда еще по нему внутри леса прям вот такие ручьи, это прям восхитительно. Эх, жалко, у меня таких лесов с такими ручьями нету в Самаре. Просто офигенски. А это вот как раз уже река Базаиха. Что расскажешь интересного про речку? Я расскажу, что речка замерзает, когда зимой. Здесь лыжники очень любят кататься на лыжах. Здесь очень-очень много маршрутов всяких интересных проходит. Вот. И это самое популярное место лыжников. Речка Базаиха. Замерзает она примерно к концу декабря, начало января, когда пройдут самые такие трескучие морозы. А я иду, везде останавливаюсь, Ну, для меня все красиво, потому что природа совершенно другая. И на каждые 5 метров останавливаюсь, там раз капельки увидел на деревьях, надо заснять, раз пейзаж красивый, надо заснять. А вон там сзади опять горы такие заснеженные, тоже надо заснять. Короче говоря, все красивое. Мне все нравится. И лес более такой насыщенный по самим деревьям. То есть у нас их намного меньше. Разновидностей деревьев. Здесь все. Большой выбор и ассортимент деревьев на любой вкус. Так и идет за нами пёсель. Такое ощущение, как будто он знает дорогу дальше. Ведет и ведет нас. Дай угадаю, нам вот туда? На самый верх? Да. Нет, не туда. Это обратно пойдем. Поближе. Ну, наверх на самый. Это уже пониже будет. А вон верхушка. Поближе. Спасибо. Туда это совсем далеко. Я надолго это запомню.
Только не убивай меня. Ладно. По хребту поднимаемся. Конкретно тут подъем. Походу я Алексея вымотаю конкретно в этот раз. И не только в этот раз, а вообще в этот его приезд. Мне кажется, он будет долго вспоминать такое. Как бы желание ему не отбить. Люди, которые в такие походы ходят редко, им все равно тяжелее гораздо, чем тем, кто ходит постоянно. Он же больше строитель, чем походник. А я больше походник, чем строитель. А тут мы раз и решили в походы походить. О, не перестаю удивляться видом. Снизу лес зеленый. Туда ближе к вершинам. Весь в снегу. А внизу течет река. И просто бескрайние просторы, уходящие далеко, далеко за горизонт. И это мотивирует, конечно, подняться как можно выше. И, возможно, даже запустить коптер, если погода сейчас не изменится. Вот это место поснимать будет просто невероятно классное зрелище. Меня она впечатляет. Я думаю, и вам эта картина понравится. Ну а вот наш бесстрашный, отважный воин уже язык высовывает, устал тоже бедный. Пить, наверное, хочет. Но он продолжает путь. Молодец. Стоим на вершине. Метель начинается опять. Нам теперь куда? Теперь опять вниз, да, спускаться? Да, сейчас круто-круто вниз. Круто вниз? Ну ладно. Ну вот, подходим к гроту. Все пока спокойно. Никого вроде бы нет. Это очень хорошо. Ну такой солидный запас дров. Все культурно. Тетрадь для записей, все как положено. Твой шарф, нет? Нет. Кто-то оставил? Камушки. Ну я и смотрю, да, красиво. Тут такое костровое место с лавочками и с классным видом. У нас остается очень мало времени на обратный путь, потому что нам идти минимум 3 часа отсюда. А сейчас уже начало 4-го. То есть это уже темень будет, когда мы назад пойдем. Иди. Пришел к нам в грот такой пёсель, такой классный пёсель. Верный друг, реально. Сейчас его кормить будем. Это пёсиные миски у меня. Так как пёс нас кинула, будем его кормить теперь, да? Вот, ну.
под звуки костра, и собакин уснул. Отдыхает, сейчас сил набирается, потом обратно с нами в путь. Поел, попил, довольный, лежит, отдыхает. Да, конечно, очень уютно сидеть около теплого костра, наслаждаться прекрасным видом. Но время наше подходит к концу, нам еще нужно идти обратно, а дорога очень длинная. Ну, примерно километров 10, если не больше, да? Сколько? 11. 11 даже, ну вот. Спасибо Алине с канала «Белая ворона» за то, что она сводила меня в свой грот, показала здесь все, рассказала, выступила таким своего рода экскурсоводом. Обязательно посмотрите на ее канале тоже видео, которое она смонтирует из этого похода. Я думаю, тоже будет очень интересно посмотреть, ну, в другом ракурсе, скажем так, да, наш поход. Не только у меня, но и у нее на канале. Ну, а это был канал «Лесной строитель». Пока-пока. Пока. Вы думали, на этом все? Нет, вы ошиблись. Забыл поблагодарить вот эту собаку за то, что она сопровождала нас на протяжении всего маршрута. Имя мы так и не придумали ему. Но он все равно герой. Прошел расстояние больше нас. Лазил по горам, скалам. И мы вообще подумать не могли, что он пройдет всю дорогу вместе с нами. В какой-то момент, когда было уже совсем темно, мы поняли, что его рядом нет. Обернулись, а он еле волочил свои лапы за нами, но продолжал идти. Этот пес прошел тест на верность и не бросил нас. В свою очередь, мы отдали ему последнюю воду и довели его до того места, откуда он за нами увязался. Спасибо тебе, друг. Да, вообще. Что ты не ешь? Ну, ты просто снимаешь, я думаю, сейчас начну чавкать. Ну, вообще-то мы должны снимать естественно, как есть. Я же чапкаю сижу. Как-то концовка сейчас я по-другому надо